Кали называют самой страшной богиней Индии. Ее образ пугает, отталкивает, сбивает с толку. Но, возможно, люди боятся ее только потому, что боятся правды. И знаешь, для меня образ Кали – это всегда лакмусовая бумажка. Когда я говорю с людьми об Индии или об индуизме, я просто показываю им ее изображение, аватар, и наблюдаю за их реакцией. Кто-то отворачивается, кто-то чувствует страх, отвращение, а кто-то, наоборот, не может отвести взгляд. И в этот момент многое становится ясно. Потому что реакция на Кали очень точно показывает, насколько человек готов смотреть вглубь себя, насколько он готов к переменам и насколько он действительно идет своим духовным путем. И, возможно, дело не в самой богине Кали, а в том именно, какие чувства она в нас поднимает. Потому что Кали – это не просто разрушение, это разрушение того, что больше не является истиной. И что, если за ее пугающим образом скрывается величайшая сила освобождения? Сегодня мы заглянем туда, куда большинство боятся смотреть. Все началось с битвы богов и асуров. Один из демонов Рактабиджа обладал страшной силой. Каждая капля его крови, упавшая на землю, порождала нового демона. Боги не могли его победить. Тогда из ярости богини Дурги появилась Кали, темная, необъятная, неукротимая сила. Она ворвалась в битву и начала поглощать кровь демона, еще до того, как та касалась земли. Так она остановила само размножение зла. Но после победы Кали не смогла сразу остановиться. Ее танец разрушения продолжался. И тогда Шива лег у нее на пути. Наступив на него, Кали вдруг осознала, что происходит. Ее язык – это не только ярость. В этом жесте потрясение, стыд и пробуждение сознания. Это важный образ. Даже безграничная сила должна вспомнить о любви. Иначе разрушение поглотит все в этом мире. Если тебе близки тайны Индии и ведическая мудрость, подпишись на канал. Здесь мы идем туда, куда не ходят другие. Посмотрите на ее образ внимательней. Гирлянды из отсеченных голов – это не просто устрашающий символ. В тантрической традиции ее связывают со священными звуками, из которых разворачивается весь мир. Ее темный или синий цвет – это цвет бесконечности, космоса, то, что невозможно ограничить формой. Само имя Кали связано со словом «кала», что в переводе «время». Она – сила времени, которая уничтожает все временное. Все, что родилось, однажды исчезнет. И Кали напоминает об этом без иллюзий. Страх перед Кали – это страх перед переменами, перед тем, что неизбежно должно уйти. Мы с вами живем в эпоху Кали-юги. Это эпоха духовного упадка, о которой говорили древние тексты. Но важно не путать Кали-югу и саму богиню Кали. Это не одно и то же. И все же есть глубокий символизм. В темные времена особенно ясно проявляется сила, которая разрушает ложь. Кали-юга – это не только падение, это экзамен. Именно в такие периоды душа получает шанс на самый быстрый рост. Потому что давление эпохи – это и есть ее дар. Кали разрушает не жизнь, она разрушает ложное, эго, иллюзии, привязанности, самообман. Все то, за что человек цепляется, думая, что без этого он исчезнет. Но исчезает не душа, исчезает сама клетка, в которой сидела душа. В тантрической традиции Кали – это высшая форма шакти. Преданные Кали не боятся ее, они видят в ней мать, жесткую, но освобождающую. Ту, которая уберет из твоей жизни все лишнее, даже если ты сам не решаешься это сделать. Если ты чувствуешь, что в твоей жизни пришло время что-то отпустить, начни с простого. Первое. Признайся себе честно в том, что больше не должно тобой управлять. Это может быть страх, обида, привязанность, старая боль. Иногда освобождение начинается с ясности. Второе. Чаще слушай мантру, посвященную богине Кали. Но желательно ее не повторять, а лишь только слушать. Это не как магия, а как концентрация сознания. Третье – это отдача. Помощь, поддержка, пожертвование. Разрушение эго начинается там, где ты перестаешь жить только ради себя. Кали – это не богиня смерти, она богиня истины. А истина, мой друг, не всегда бывает мягкой, но только она способна освободить. Теперь снова посмотрим на ее образ, на этот аватар богини Кали. Но уже не с глазами страха, а с пониманием того, что ты узнал или узнала сейчас. Ответь себе честно. Кто она для тебя теперь? Страх или сила? Напиши в комментариях. Мне важно знать твое мнение. Если тебе близки тайны Индии и ведическая мудрость, обязательно подпишись на канал. В следующем видео мы с тобой поговорим о богине Дурге.
богине-воине, которая сражалась за каждого из нас. Не пропусти. До новых встреч!